Здравствуйте, Львы! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем на 2026 год. Расклад я делаю на 12 домов. Соответственно, посмотрим, что у вас получится в этом раскладе и что он скажет об основных ваших сферах жизни, таких как любовь, взаимоотношения с окружающими, а также, возможно, ваша карьера, ваши финансы, ваши развитие, да, духовное развитие, в том числе, может быть, ваше здоровье. Итак, давайте посмотрим. Расклад не на 12 месяцев, я уточняю, а именно на 12 домов. Такой расклад для вас я еще не делала на 2026 год. Надеюсь, вам понравится такой вариант. Я иногда его делаю. В прошлом году не делала, но в этом, думаю, время есть, поэтому успеем сделать такой вариант расклада также. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, подписывайтесь, кто еще не подписан. Буду очень рада новым зрителям на своем YouTube-канале, поэтому не стесняйтесь, подпишитесь или оставьте какое-то сообщение. Итак, давайте посмотрим, Львы, что же ожидает вас в 2026 году. Я сначала выкладываю карты, а затем мы с вами вместе разберемся, что они означают и почему они выпадают в тех или иных позициях, тех или иных домов соответственно. Итак, что у нас есть здесь, какие у вас есть карты. Давайте посмотрим. Так, 6-й дом, 7-й дом, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12. И также я еще достаю дополнительные карты. Здесь мы разъясним их значение сейчас. Также дополнительно. Итак, что у нас есть, Львы? У нас есть первая карта. Первая карта — это карта тройка жезлов, и она говорит о вашем состоянии личностном, да, она показывает о ваших качествах, возможно, личности, качества, которые вы проявлять будете в этом году, особенно сильные. Вот тройка жезлов, она здесь в целом показывает акцент такой на вашу целеустремленность, на ваши амбиции, на то, что вы хотите достигать определенных целей. Вы ставите перед собой какие-то цели для вас важные в жизни, и вы показываете себя как человек, который здесь готов преодолевать сложности, препятствия, идти к своей цели, если необходимо, ждать каких-то удачных моментов или удачных возможностей для того, чтобы опять-таки продвигать себя все ближе и ближе к цели. Вы здесь ожидаете каких-то результатов уже от того, что вы сделали. Скорее всего, у вас уже здесь есть результаты, и вы уже понимаете, что вот эта работа, она не зря, то есть то, что вы делаете, имеет прогресс, вы движетесь вперед постепенно, поступательно, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но в целом вы здесь уверены в том, что успех за вами, и достаточно оптимистичны. И вы показываете этот оптимизм, веру в лучшее, веру, что все произойдет лучшим образом для вас, даже несмотря на какие-то сложности или препятствия, которые есть у вас сейчас, но вы считаете, что вы в состоянии найти способы, варианты решения этих проблемных ситуаций, чтобы все равно прийти к финальной точке вашей. Вот она, тройка жезлов. Также вы в целом готовы показывать, что вы можете с другими людьми как работать вместе, сотрудничать, что вы готовы работать в команде, да, что вы, возможно, готовы здесь взять на себя какие-то лидерские задачи, да, лидерские проявления. То есть достаточно хорошо, достаточно хорошая карта. Следующая карта, при этом у вас выпадает 4 кубков. 4 кубков — это карта, которая во втором доме у вас. Второй дом, он отвечает за финансовую сферу. И вот здесь вот такой момент. Финансовая сфера, вот она включает все материальное, она включает ваше имущество, состояние имущества, возможно, и какая-то ситуация, вы знаете, касающаяся зарабатывания денег как такового. И вот здесь интересный момент, потому что 4 кубков в целом, хоть она в другой колоде, к примеру, в одной из колод называется лакшери, то есть пресыщение чем-то, и здесь действительно у кого-то может быть ситуация, где вы пресыщены доходом, достатком, многое можете себе позволять, даже чересчур чего-то, но также вы здесь касаемо заработка, вы можете здесь переосмыслить какие-то вопросы финансов или переосмыслить свои приоритеты, по-другому их расставить. Вы здесь можете больше погружаться в анализ произошедших уже ранее событий. Возможно, вы здесь будете больше размышлять, больше анализировать.
Если мы говорим о финансах, то вы можете анализировать о том, что у вас что-то, может быть, не получилось, где-то не получилось какой-то проект выполнить ранее, и вы можете об этом сожалеть, или какие-то ваши цели не были достигнуты, материальные и финансовые. Может быть, у вас есть здесь какое-то тягостное ощущение упущенной возможности, которая у вас была, вы ее упустили, и сейчас можете тоже как будто упустить в 2026 году какую-то хорошую возможность или предложение, потому что вот вы зациклены на чем-то другом, ненужном вам, да, и это, может быть, отвлечет вас от того золотого кубка, который вам дается. И также вот может быть ощущение неудовлетворенности тем, что у вас есть на сегодняшний день, какое-то сожаление, что это не то, чего хотелось бы, да, какое-то ощущение апатии из-за этого тоже может присутствовать. Давайте посмотрим дальше, что здесь у вас еще есть. Следующая карта, карта шестерка мечей, это третий дом, и карта шестерка мечей, которая у вас выпадает на этот дом, показывает сферу общения, показывает ваши связи с окружающими, и вы здесь, по всей видимости, будете хотеть общения, хотите заводить новые знакомства, может быть, каких-то новых коллег по работе находить, может быть, пытаться здесь в сфере общения, это не только родственники, да, это также не только друзья и члены семьи, это также и, возможно, сотрудничество с кем-то на расстоянии, возможность вести какие-то деловые переговоры с кем-то на расстоянии. Но и также в плане общения с родственниками, то есть вот эта вот ваша сфера общения, она больше про попытку что-то узнать, разузнать касаемо ваших близких, родных, ваших детей, может быть. Также возможность поехать к ним, возможность здесь общаться на расстоянии, узнавать от них какую-то информацию интересную, переписываться или созваниваться. То есть такое вот интересное здесь общение по шестерке мечей. И также какие-то могут быть положительные перемены, касающиеся вашего общения, вот связанные опять-таки с родственниками. Путешествия эта карта тоже показывает. Я уже сказала, что могут быть перемещения, поездки, когда вы из одной точки, да, из точки А движетесь в точку Б, и там вот, скорее всего, что-то вас лучшее ожидает. Достаточно хорошая карта здесь для вас. И дальше идет карта туза кубков. А карта туза кубков, которая выпадает на четвертый дом, она в принципе показывает семью, она показывает ваших родных и близких непосредственно, она показывает ваших детей, ваше общение там с близкими родственниками. Здесь много эмоций радостных через край, переполненности событиями в вашей жизни, эмоциональными, какими-то праздничными, какие-то радостные события, которые будут запоминающимися, которые будут для вас какими-то знаковыми. Возможно, да, для кого-то это как вот какое-то очень важное семейное торжество или какой-то такой важный праздник, который вы будете потом помнить, или какое-то важное событие, которое будет для вас памятным, вы запомните его. Следующая карта — карта правосудия, карта справедливости, карта пятого дома. Пятый дом — это сфера творчества и вашего самовыражения, вашей самореализации. Вы здесь хотите реализоваться через какие-то вопросы вот законные, возможно, да, то есть решить какие-то вопросы, касающиеся документов, бумаг, реализовать себя таким образом, то есть добиться каких-то целей, каких-то результатов, касающихся здесь документов, подписания документов, что даст вам чувство реализации, что я смог или смогла, я добился, там, не знаю, получения визы, допустим, куда-то, или подписание какого-то контракта делового здесь. То есть это то, что будет вашей самореализацией, и это будет очень здорово сказываться, соответственно, на там, вашем развитии карьерном. К примеру, вы будете чувствовать, что вы таким образом достигли справедливости у Вселенной, что вы заслужили, собственно, да, эту возможность. Дальше идет пятерка пентаклей. Пятерка пентаклей в шестом доме — это либо сфера здоровья, поэтому нужно обратить внимание на свое здоровье. В целом могут быть какие-то сложности, требующие дополнительных трат, расходов здесь. Это может создать такую шаткую, нестабильную ситуацию, касающуюся вашего, допустим, состояния материального, поэтому нужно обратить однозначно. И также это повседневные ваши дела, это ваши будни. И здесь по пятерке пентаклей в ваших буднях может быть ситуация, где вы будете думать постоянно о деньгах, о том, сколько вы тратите, сколько расходов есть, какие-то могут быть переживания из-за денег. Вы как будто бы можете переживать о планировании, да, вашего будущего, финансового бюджета вашего, то есть насколько вам хватает денег, стоит ли еще, может быть, больше зарабатывать, вот какие-то такие вопросы, или на что-то не хватает, наоборот. То есть здесь очень много размышлений касаемо финансов, того, возможно, как их увеличить, да, если их не хватает.
Следующая карта, карта императрица, карта знака Телец. У кого-то может быть что-то важное, связанное с человеком знака Телец. В 7-м доме это партнерские отношения. Либо здесь такая женщина, то есть в партнерских отношениях важное значение может занимать вот в принципе женщина. Это может быть ваша жена, это партнерство, да и в целом партнерство это ну вот в целом семья, да, это может быть тоже как общение, там, не знаю, с вашей мамой, к примеру, да, это партнерство тоже. Здесь, если мы говорим про партнерство, может быть и взаимоотношения с коллегами на работе, но что здесь по императрице может иметься в виду? Может иметься в виду рост, развитие какое-то в плане карьеры, да, вы можете делать что-то такое, что будет таким зерном хорошим на будущее, каким-то хорошим залогом на будущее, для того, чтобы дело росло, развивалось, для того, чтобы вы в итоге процветали там в вашем бизнесе, каких-то ваших деловых задачах или сферах, которые выполняете. Вот она, императрица здесь. Тоже достаточно неплохая карта в партнерские отношения. Карта короля кубков. Здесь у вас в 8-м доме. Это карта сексуальной сферы, либо карта опасности. И да, нужно быть внимательнее к своему состоянию здоровья, потому что здесь в плане опасности может быть легкомысленное какое-то отношение к своему здоровью или к симптомам, которые у вас есть. И в целом король кубков, он говорит о том, что здесь может быть какая-то, не дай бог, но проблема, связанная с, опять-таки, пресыщением чем-то таким, может быть, какими-то напитками, алкоголем. То есть нужно быть в целом осторожнее. Король кубков, он может указывать на вот такие моменты, тем более, что здесь даже, да, кубок нарисован, чаша изображена. В целом здесь, скорее всего, будет, знаете, может быть какой-то даже период, где вы будете испытывать или считать важной эмоциональную вашу поддержку для того, чтобы вас поддержали в каких-то ситуациях. Но да, вам нужно будет сохранять вот это эмоциональное состояние здоровья, уравновешенности, возможно, что для вас будет очень-очень важно в этот период. А если говорить про сексуальность, которая тоже выпадает на этот дом, то, ну да, в целом это хорошие отношения, это стабильные отношения, это хорошее глубокое понимание. Вот и здесь кубок, и тут кубок, да, у него понимание и взаимное уважение в паре, то есть это хорошие отношения. Для одиноких здесь может быть встреча с человеком тоже как новое начало, туз кубков, да, и король кубков, отношения, которые будут вас наполнять позитивными эмоциями, потому что этот человек может сочетать в себе и силу с чувствительностью, и необходимость, собственно, развивать эти качества в себе, будет постоянно их развивать, такой эмоционально зрелый в отношениях партнер, который может прийти в вашу жизнь, которому вам захочется доверять, и в отношениях с которым вы будете чувствовать безопасно себя. Следующая карта — Луна. И вот карта Луна, которая у вас есть в 9-м доме. 9-й дом — это сфера духовности и вашего в целом личного роста. Здесь можно говорить, вот знаете, личный рост — это про получение какого-то, может быть, знаете, как навыка или возможности чему-то обучиться, здесь получить какие-то новые знания или получить какие-то новые здесь, не знаю, может быть, какие-то новые впечатления. Но вот по карте Луна здесь вы можете, если получать какие-то знания, то они могут быть эзотерического плана, или они могут быть какие-то, вот знаете, узнать что-то, что было от вас скрыто, то есть узнать какую-то скрытую от вас информацию, допустим. Возможно, так. То есть здесь больше такого плана карта. Здесь про ваше духовное развитие, но, возможно, через интуицию, через возможность прислушиваться к своему подсознанию, может быть, через какие-то сны, которые вы видите здесь в этот период, тоже в 2026 году. И дальше 10-й дом. 10-й дом — дом карьеры и, опять-таки, общественного признания, вашего карьерного роста и движения вперед в плане каких-то получения, может быть, наград или повышения по должности. То есть вы здесь опять-таки ставите перед собой цели, вы терпеливо идете к реализации этих целей, потому что Паж Пентакли, он такой терпеливый ученик, терпеливый труженик. И по Пажу Пентаклей в целом видно, что вы готовы и еще как-то совершенствовать свои навыки, вы готовы здесь еще как-то развивать свои профессиональные качества, которые помогают вам продвигаться в плане вашей карьерной лестницы. То есть карта достаточно такая хорошая для проявления своих амбиций, для того, чтобы вы вот стремились к успеху и достигали этих результатов. Вы здесь очень хорошо будете планировать
свою работу и подготавливаться, возможно, к каким-то проектам рабочим. Вы будете очень серьезно относиться к делу, и это опять-таки будет влиять на вашу карьеру в позитивном ключе. Здесь могут быть какие-то хорошие новости, которые вы получаете касаемо карьеры, может быть, получение каких-то бонусов, вот этого пентакля, который вам дается. Вот она держит в ручках, да, монетку. То есть новые возможности, новые предложения, начало нового проекта, в который вас зовут, приглашают, к примеру. Единственное, не упустить эту возможность, когда она вам дается, потому что кто-то из вас может быть зациклен на каких-то неудачах профессиональных в прошлом и может пропустить эту возможность. То есть нужно быть решительными, чтобы этот шанс принять, чтобы его не упустить. И дальше королева жезлов, ваша стихия. Львы, она в целом, это 11 дома карта, она показывает на ваши планы, на надежды, надежда на успех, надежда на реализацию, собственно, ваших целей, на то, что у вас удастся получить желаемое. И ваши планы заключаются здесь в хорошем планировании, в таком старательном выполнении ваших задач, в ответственности, которую вы на себя возлагаете по королеве жезлов, скорее всего, опять-таки касающейся каких-то рабочих вопросов для вас. Карта принца пентаклей, карта скрытых тенденций, карта силы для вас. То есть ваша сила в терпеливости, в спокойствии, в выносливости, с которой вы идете к поставленным целям. И вот рыцарь пентаклей, он так неспешно идет с этой монеткой, с этим пентаклем. То есть вы здесь хорошо планировать можете свою работу, и вы можете такую долгосрочную перспективу здесь выстраивать касаемо, опять-таки, вашей работы скорее. Следующая карта у вас карта королева кубков, которая есть рядышком с тройкой жезлов, и она говорит о том, как вы себя проявляете в отношениях с окружающими, а именно какую маску вы одеваете. По этой карте можно говорить о том, что вы с другими людьми стараетесь быть очень такими эмпатичными, очень дружелюбными, очень приветливыми, да, то есть показывать свои лучшие стороны, лучшие качества. Вы очень хорошо чувствуете собеседника. И по королеве кубков, соответственно, если мы говорим, допустим, о вопросах карьеры, то как-то умеете правильно себя повести, правильно себя презентовать, возможно, на работе, в отношениях в целом с близкими, да, то есть неважно, тройка жезлов показывает здесь вас как таковых. И по королеве кубков в отношениях с близкими тоже, вот знаете, в чем-то признаетесь, говорите какие-то приятные вещи им, тоже слышите в свой адрес то же самое, да, то есть вот по королеве кубков много очень вот этой чувственной эмоциональной энергии, которую вы здесь проявляете. И карта девятка мечей, карта вашего желания уйти от каких-то неприятных ситуаций в вашем прошлом, по девятке мечей, уйти от каких-то ситуации, где вы переживали, себя в чем-то винили, может быть, испытывали стресс из-за каких-то событий для вас, может быть, вы считали, что вы в чем-то были неправы или плохо спали, мало спали, возможно, потому что были перегружены какими-то задачами или работой. Но вот по девятке мечей вы стараетесь от этой ситуации уйти в 2006 году. И восьмерка мечей, ваши переживания в отношениях с, может быть, вашей мамой или в отношениях там с вашим коллективом, да, раньше, если вы могли об этом переживать и накручивать себя, то здесь, скорее всего, вы стараетесь от этой ситуации опять-таки уйти, стараетесь вырваться из этих оков, вырваться из вот этого состояния ограничений, клетки, которая вокруг вас находится, то есть вы стараетесь уйти от такого состояния замкнутости. Да? Также, возможно, если какие-то есть вещи неприятные, которые вы можете слышать от окружающих людей, от людей в вашем окружении, да, близких людей, то здесь опять-таки вы стараетесь себя сбросить, вот это вот напряжение или вот эти неприятные разговоры, стараться, может быть, не слушать что-то неприятное, что вам здесь может говориться. Пятерка мечей, карта преодоления препятствий любой ценой, карта такого, вот знаете, победителя, когда не важны способы, да, вот как в любви, как на войне, да, все способы допустимы, все способы хороши, но вот здесь вот по пятерке мечей это ваше стремление, то есть несмотря на какие-то сложности, трудности, вы стараетесь по пятерке мечей любыми способами преодолеть эти трудности, может быть, где-то даже не совсем правильными для окружающих, по их мнению, способами, но вы делаете так, как вы считаете нужным, да, что приведет вас, соответственно, к вашей цели. Карта королева мечей, которая здесь также вот у вас есть по центру, они выпадали в такой последовательности, и я в такой последовательности их, соответственно, и достаю, да, то есть фон общий этого периода 2026 года, это ваша королева
мечей, которая, да, не вашей стихии, но вот по королеве мечей здесь вы будете очень и очень логичны в своих каких-то действиях, опять-таки рабочих, возможно. То есть у вас сочетание здесь чувственности такой и логики. То есть вы здесь стараетесь действовать не только исходя из эмоций своих, а вы еще просчитываете свои шаги. Вы здесь будете по королеве мечей стараться быть очень внимательными к деталям, вы будете очень прозорливыми, очень такими вот проницательными, то есть вы будете видеть суть вещей, вы будете очень мудрые решения принимать, и они будут основаны не только на чувствах, опять-таки, а на вашем опыте, на ваших знаниях. Вы постараетесь быть объективными в принятии решений здесь ваших, то есть вы очень сильны в плане интеллекта, и также вы здесь будете уметь управлять своими эмоциями, да, вот в таком состоянии, да, независимости. И дальше карта звезда. Карта звезда здесь это карта, которая показывает, собственно, что-то, что вас может удивить. А удивить вас может осуществление какой-то вашей мечты заветной, которая для вас была вот, ну, чем-то, знаете, как приоритетным, важным. Вы к этому шли, стремились, очень хотели достичь этой цели. Вот вы можете здесь это получить. И это вас прям вдохновит, воодушевит на дальнейшие какие-то подвиги. Для вас это будет действительно чем-то удивительным. Карта сила, карта, которая показывает способ, которым вам удастся добиться успеха. И эта карта ваша или вы, она говорит о том, что вы достаточно сильны духовно, вы будете достаточно сильны не только физически в том понимании, в каком сила может представляться многим, хотя эта карта, она не про физическую силу, она как раз про силу духовную, она как раз про возможность благодаря своим качествам, да, сильным сторонам, своим возможностям, вот этим силы, договариваться с другими людьми, какие-то доверительные беседы вести с окружающими людьми, уметь сострадать, если это, да, здесь необходимость в этом есть. То есть это такая сила, да, ваша, но в доброте, в эмпатии, в милосердии, в способности быть терпеливыми, выдержанными такими, знаете, дисциплинированными, тут же королева мечей, и уметь влиять на других людей через любовь, то есть такая мягкая сила, не через принуждение, а через любовь, через такое теплое, гармоничное отношение с окружающими. И при этом у вас будет вера в себя, вера в то, что вам все удастся, все у вас получится. У вас будет такая духовная здесь мощь и стойкость, которую вы проявляете по максимуму. И это, собственно, то, что помогает вам. Это карта, показывающая, как вы сможете добиться успеха. Вот именно благодаря этой карте сила. И шестерка пентаклей здесь это карта вашего духовного опыта по шестерке пентаклей. И шестерка пентаклей вот здесь изображает человека, который отдает другим людям вот монетки, раздает эти монетки. Каким образом здесь вот такая вот, скажем, материальная, казалось бы, карта может повлиять на ваше духовное становление, на какие-то ваши изменения в плане духовности, но здесь в первую очередь, может быть, знаете, как у вас осознание и понимание закона кармы, понимание цикличности энергии, что то, что вы сеете, то вы пожинаете, что вы отдаете людям, то вы получаете в ответ от этих людей. Также вы здесь можете проявлять такую духовную щедрость, вы можете делиться своими знаниями с другими людьми, мудростью или духовным опытом. Да в целом можете даже как будто что-то и материальное отдавать, и у вас это будут такие позитивные эмоции вызывать, и ощущение, что вы тоже как будто бы растете эмоционально, духовно, растете как человек, что вот вы понимаете необходимость такого, что ли, знаете, не знаю, как десятину, да, отдать кому-то. А возможно, здесь вы будете конкретные действия какие-то в помощи проявлять, может быть, помогать, не знаю, кому-то, кто нуждается в этой помощи, возможно, и такое даже. Здесь, может быть, для вас вот эти материальные ресурсы и будут инструментом для духовного роста через служение, через помощь другим людям. Давайте мы еще остановимся немножечко так вкратце, буквально я останавливаюсь на триадах, в частности, огненная триада, в которую входит у вас первый аркан. Это карта тройка жезлов, это
карта правосудия и карта Луна. То есть у вас какие-то вещи, к которым вы стремитесь, которых вы хотите достичь, проявляете для этого много энергии, вкладываете много энергии. Вы попытаетесь здесь добиться какой-то справедливости и ответственности в важных для вас вопросах, хотя сейчас они вам кажутся немного как будто бы смутными, призрачными, вы не совсем понимаете, получите ли вы желаемое, сможете ли вы добиться справедливости или решения каких-то бумажных вопросов, каких-то вопросов с документами, но скорее всего вам это удастся, у вас это получится сделать. Следующая триада — это триада Земли, в нее входит, соответственно, у вас карта 4 кубков, карта 5 пентаклей и карта Паш пентаклей. И вот эта земная триада, она показывает ваша материальная составляющая, да, и материальные аспекты вашей жизни, возможно, ваши деньги, вашу работу, соответственно, ваши будни. То есть ваши будни будут зациклены на том, что, возможно, вы будете сожалеть о каких-то упущенных возможностях, хотя вам стучится хорошая возможность в дверь, постарайтесь ее не упустить. Но при этом 5 пентаклей, вы также переживаете о своем финансовом положении или думаете о том, что вам нужно на что-то еще заработать, на что-то отложить денег, как будто чего-то не хватает. То есть у вас есть ощущение нехватки почему-то, да, хочется больше, а их нет. И вы можете проявлять настойчивость в том, чтобы еще зарабатывать денег, больше получать какие-то финансы, потому что вот чувство апатии, что их недостаточно, или ну вот, да, какая-то есть неудовлетворенность такая в вашем материальном состоянии. Дальше идет триада воздуха. Триада воздуха — это ваши мысли, ваши идеи. В триаду воздуха входит 6 мечей, карта императрица и карта королева жезлов. То есть, да, могут быть вовлечены такие стихии, как, допустим, лев, овен или стрелец. Телец тоже есть. Может быть, это как-то связано с женщиной, да, то есть какие-то мысли, идеи, какие-то разговоры, касающихся значимых перемен, изменений в жизни, которые касаются этого человека. Возможно, вы здесь какие-то хорошие шансы хотите использовать или какие-то возможности, которые выпадают. Также, может быть, здесь какие-то будут вопросы поездок, путешествий, связанных с таким человеком, или поездка, встреча там с вашей женой или с вашей мамой. Вот, 6 мечей. Следующая карта — это, да, триада, вернее, это, собственно, карта, которая выпадает у вас вот в этом 4 доме. Это карта туза кубков, да, то есть триада водная. Это да, туз кубков, это король кубков, кстати, кубки тоже, и карта принца пентаклей или рыцаря пентаклей. И то, что касается водной триады, это ваши чувства, ваши желания, а здесь переполненность эмоциями, чувствами. Здесь какие-то могут быть запланированные события, которые могут вас порадовать, или какие-то события, касающиеся, если вы одинокий человек, да, что вы можете познакомиться с кем-то новым для вас, но эти события, они хоть и не будут развиваться быстро и стремительно, но они будут такими, вот знаете, спокойными, размеренными, и вы будете уверены в том, что вот, да, этот человек — это тот, кто вам нужен, что спокойно развиваются события, тише едешь, дальше будешь, да, что у вас эти отношения имеют хорошую перспективу. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний ваш Таро разбор на 2026 год для знака Лев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.